Ко мне вломились, мне угрожали, я ушла. Столько ужаса, через который я прошла, этой травли, когда тебя смешивают, твое доброе имя. Вот только что ты 17 лет строила карьеру, у тебя была репутация. Тебя просто, ты сначала уходишь, а потом все вот это замазывается черной краской. Всем привет, это проект «Изнанка». Тему харассмента в России я уже поднимала в своих выпусках несколько раз, и мне казалось, что сказано было немало, пока я не услышала историю, о которой я вам расскажу сегодня. В центре скандала швейцарский посол и сотрудница посольства Наталья обвинила и в России в сексуальных домогательствах. Стоит предположить, что если бы данная ситуация произошла в Европе, вряд ли посол бы себя чувствовал столь безнаказанным. Да и я думаю, что в своей стране он бы себе такого не позволил. Для Натальи же харассмент на работе обернулся увольнением, последующей травлей и уголовным делом. Но хрупкая на вид женщина развернула целую войну против посла, и она не планирует проигрывать. Наталья, здравствуйте. Давайте начнем с самого начала. Когда вы пришли работать в посольство, когда этот человек пришел работать, и что произошло? Я пришла в посольство в 2001 году, начинала ассистентом отдела. К 2012 году была уже старшим помощником генерального консула и ведущим переводчиком. И Россия заступил как новый посол в январе 2017 года. Я переводила для него, для тех, кто, собственно, участвовал в приеме. И в течение года переводила много на мероприятиях и заметила, что в отличие от предыдущих коллег, с которыми работала, Ив Россия слишком часто ко мне прикасался. Вы как-то ему высказывали? Вы меня тоже поймите, высказывать за что? За то, что, возможно, он бы сказал, я случайно, вот здесь толчая. И да, возможно, и моя вина в чем-то есть, что я сама себя успокаивала. То есть я говорила, случайно, прикоснулся, обнял за талию. Такое мероприятие, может быть, вот он в хорошем расположении. Все-таки в России к харассменту относятся несколько иначе. Мы уже привыкли к тому, что все-таки женщина больше себя успокаивает за счет того, что, может быть, это не так. Да, женщина в России боится буквально до последнего что-то сказать резко, поймать за руку, скажем так, потому что и стыдно, и ты рискуешь в первую очередь, потому что сразу же цепочкой что? Как минимум ты лишаешься работы. А как показывает мой случай, тут можно вообще всего лишиться, вплоть до свободы. Мне совсем очевидно это стало только на чемпионате мира, когда он ко мне в номер ввалился. Что было? В ночи я проснулась от того, что кто-то стучит очень настойчиво в дверь, открыла, там посол. Сразу он двигается на меня, что-то несвязанное говорит. И дальше вот это движение, и он уже меня хватает за халат, уже притягивает к себе. Слава богу, я не закрыла дверь. И да, я гораздо меньше его, и женщина, и более хрупкая, нежели он. Но тут все-таки кто-то был в коридоре. Он отвлекся на мгновение, и я поняла, что вот сейчас нужно его выталкивать, потому что иначе кончится очень плохо. И смогла его вытолкать просто из номера, закрыла дверь. И сначала, когда от страха и эмоций меня перестало трясти, начала рыдать. И прорыдала практически до утра. А что он говорил? Что он говорил вот в этом бессвязном, это очень много, и я практически даже не сформулирую вам, и какая я красивая. Угрожал? Нет, в тот вечер он мне не угрожал. Угрожал он мне позже. В ту ночь я как раз принимала решение, потому что, очевидно, после такого работать невозможно, но для меня это было ощущение, что меня выдергивают просто вот с корнями из того, куда я приросла. И я понимала, что я приняла решение, мне нужно уходить, и тут вдруг я вижу, что он отыгрывает назад, и он сделал вид, что ничего не произошло, никакого развития ситуация не имеет. И подруга мне говорит, что ты столько лет, 2 маленьких детей, он перепил, он все уже забыл и спустил на тормозах, и не повторится. И я уверена, это замечательная подруга, она ничего плохого мне не хотела, но я уверена, что в 90% случаев
В лучшем случае женщина услышит именно это. Какое-то время мы еще работали, это были рабочие отношения. А вы ему напомнили? И здесь я, видимо, тоже заняла позицию страуса, успокоила сама себя. А с каким вообще чувством вы утром вышли? Ох. Я пришла в посольство сразу после института. 17,5 лет. Сама себя уговорила, что уж там, боже мой. Надо было, конечно, сразу принимать решение, но уговорила сама себя. Но все уговоры кончились, когда он мне поставил ультиматум к вопросу про угрозы. Да, некоторое время спустя зашел ко мне в рабочий кабинет и уже четко. Что у нас со взаимностью? Сначала, да, первая реакция, я начала судорожно документы на столе искать. Думаю, что я что-то забыла, что со мной обычно не случается. Нет, взаимность – это наша с ним, и он очень конкретно мне объяснил, что либо у нас взаимность, либо я не работаю ни в посольстве, ни где-либо еще. Что вы ему ответили? Честно говоря, в тот момент я ничего не успела ответить, потому что он сразу развернулся и ушел. Но тогда я поняла все. Я пишу заявление, я ухожу. Я понимала, что он имеет рычаги, чтобы испортить мне возможности работы в посольстве, но я, конечно, недооценила возможности испортить мне дальнейшую жизнь. Это правда, здесь я недооценила. Вы решили сразу, прямо в этот же момент, что вы пишете по собственному желанию. Да. Да, и вы не планировали сначала кому-то говорить, что за этим стоит? Совершенно верно. Я думала, что я смогу так перевернуть страницу. Для меня было как видение ситуации. Все очевидно, он действительно мне не даст работать нормально. Сейчас я пишу заявление, увольняюсь, получаю свой расчет. Я хороший специалист, у меня масса контактов в министерствах в России, может быть, и в Швейцарии, может быть, в Швейцарии. Да, найду я работу. Я отлично. Да, мне очень тяжело, но оставаться было невозможно. То есть именно так я и решила для себя, и именно так я и поступила. То есть я подала заявление, а расчета я не получила. А сколько расчет? 5,5 миллионов рублей. Сумма большая, она складывается из наших ежемесячных взносов. У нас каждый месяц 10% от зарплаты в течение, в моем случае, 17,5 лет удерживалась и отправлялась на накопительный счет в Швейцарию. А вы пытались помощи коллег в тот день, может быть, или сразу решили взять и уйти? В развязанной после моего ухода травле непосредственное участие принимал второй человек посольства, министр Привителли. Как к такому человеку я могла бы прийти и сказать: вы знаете, у меня тут посол, который домогается. Я вам больше скажу. Когда я писала непосредственному руководителю посла и министру иностранных дел Швейцарии, никакой реакции не последовало. Я писала практически всем высокопоставленным сотрудникам МИДа Швейцарии. То есть я не сразу прилетело мое письмо к президенту. Я пыталась внутри МИДа это решить. Я никак понять не могла, как. Я 17,5 лет, почти 18, на вас работаю. Я знаю половину МИДа лично. Все. Ничего не произошло. Буквально сразу после моего ухода, видимо, он принял тоже решение, что сейчас он начнет воплощать в жизнь свои угрозы. Было собрано собрание. Было сказано первое, что я уволена, а не уволилась сама. Что я присвоила себе 5000 рублей. Даже комментировать сложно. И я в этом призналась. И обвинения были, просто карусель абсурда. То есть это совершенно четкое было такое ведьма сжечь, или камнями закидать. Запретить со мной общаться, потому что я же, не дай бог, начну озвучивать какую-то иную версию событий, а вдруг как раз и расскажу, почему я ушла. Я правильно уловила, что первые моменты вас поддерживали ваши бывшие коллеги? Да. Я поэтому и знаю про рассылку писем по международным и швейцарским компаниям в Москве. У всех была одинаковая реакция. Мягко говоря, Наташа, что за бред? И тут к вопросу, как это сложно. Как сложно на это отвечать? Как? Ко мне вломились,
Мне угрожали, я ушла, после этого меня травят. И даже в этой ситуации мне сложно. Потому что ты дальше цепочкой думаешь, так, да, окей, сейчас начнется. А вдруг она сама что-то не так? Вы знаете, мне даже одна дама сказала, ой, ну все понятно, вы смотрите в глаза и улыбаетесь, и вот вы так вот располагаете к себе, и мужчина подумал. Вот представляете? И эта дама, которая это произнесла, психолог. То есть уже с коротких юбок перешли на улыбки. Видимо, видите, если бы было минус 20, наверное, все бы с юбок началось, и сказали, ну вы посмотрите на нее, да. Тут как бы вроде как, и тем не менее. Меня же уволили с нового места работы, куда я ушла. После их они выслеживали, куда я ушла. Потом туда звонили и привезли письмо. Вот, Татьяна, честное слово. Приехал министр Привителли с письмом, личной подписью посла. Негодяйка, воровка, харассмент в чистом виде. Тут и сексуальное домогательство, и преследование жертвы, и угрозы, травля. На другое место я вела несколько месяцев переговоры. Я тоже не смогла устроиться, потому что там позвонили за рекомендациями и попали, естественно, на господина Привителли. У меня есть запись этого телефонного разговора, да. Там цирк с конями, то есть там просто все, что есть в природе, а еще, говорю, слава богу, не обвинили, что Кеннеди убила. Это же человеческая жизнь, моя жизнь, да, я, тут ушла, денег мне не заплатили, я ищу новое место, у меня 2 маленьких детей, которых, извините, нужно кормить. И вот это все посол делает, чтобы сокрыть, объяснить каким-то образом, что да вот я все ее права нарушил, потому что она вот такая негодяйка. Вы с ними в прямой диалог больше не вступали на тот момент? У меня были попытки контакта с их стороны через Привителли и их юристов. Они пытались со мной договориться. Они знали, что я пишу в Швейцарию. Я начала сразу. То есть это не было, что я там ждала, и я сразу начала писать. Почему в Швейцарию? Потому что я хорошо понимала, человека здесь иммунитет. Действительно, как бы ужасно это ни звучало, он практически, и он это знал, и он это, в общем-то, подчеркивал, он совершенно безнаказан в России. Но такая ситуация, получается, может происходить в любом посольстве? Я познакомилась с коллегой из посольства в Тегеране. У нее очень похожая ситуация, один в один практически, как у меня. 16 лет работы в посольстве Швейцарии в Тегеране. Она гражданка Ирана, так же, как я гражданка России. Ее уволили, или она ушла сама, не могу сказать. По-моему, уволили ее одним днем незаконно, не рассчитали и попытались еще обвинить в шпионаже, в выносе каких-то секретных документов. Это после того, как она начала жаловаться в МИД Швейцарии. Ее существенное отличие ситуации в том, что иранские власти и иранский суд встали на ее сторону. Сколько времени потребовалось, чтобы все-таки начали говорить, что произошло на самом деле? В Швейцарию, когда я писала уже все было по-настоящему. Сразу с первого дня и министру иностранных дел, и президенту, Федеральный совет, и в Минюст Швейцарии, который по моим заявлениям открыл расследование. Они это назвали надзорной жалобой. Минюст инициировал проверку действий не только России, но и МИДа Швейцарии, потому что я писала, что я пишу и не получаю вообще никакого ответа. Это месяцы уже. И в этом письме президенту я рассказывала не только про харассмент, но и про то, что мне не был произведен расчет. Так вот, в форме 2 НДФЛ посольство Швейцарии вписало, что мне произведен расчет в месяц моего ухода. Да, у меня эти документы есть, я их подала в суд. То есть они знали, что они эти деньги должны заплатить, и они осознанно не стали этого делать. Как юристы и вообще этот второй человек в посольстве пытались с вами договориться? Совершенно конкретно мне было сказано: отказывайся от денег, от своих, скажи, что все все, что ты жалуешься про харассмент, все не так, отзывай свои заявления, и мы на этом расстаемся. То есть дословно не то, что мы тебе заплатим, замолчи, нет. Мы тебе не заплатим, замолчи, и мы перестанем тебя преследовать. Это имелось в виду. То есть вы откупитесь? Да, именно. Давай, утрись, как говорится, и иди. Я правильно понимаю, что если бы они выплатили, это все равно подтверждение того, что они не правы?
Я не понимаю, почему они это вообще смешивают. Когда вы пошли в суд? По поводу трудового спора я пошла в суд в сентябре 2019 года относительно харассмента. Заявление я подала в Следственный комитет России и в МВД. Зная практику наших правоохранительных органов в позиции харассмента в России, очень интересно, что же они сказали на заявления, которые были от вас, на международный харассмент. Да, меня вызвали в СКР. Сказал мне: я, Наталья Николаевна, очень вам сочувствую, верю вам, но ничего для вас сделать не могу. У человека иммунитет. Это я сейчас понимаю, что даже наличие иммунитета, в принципе, не является причиной для отказа в возбуждении уголовного дела. Сейчас, когда у России нет иммунитета, он не просто отозван, он ушел из МИДа Швейцарии, я очень надеюсь, что мы сможем заново вернуться к этой теме, к моим заявлениям и дать ход этому расследованию. А когда он ушел? 31 декабря 2020 года. Это с вами связано? Конечно, это по результатам моих жалоб в том числе. Я уверена, что там достаточно нареканий к его работе и без меня, но да, я же писала абсолютно везде. Но я так понимаю, что еще есть встречный иск в отношении вас. Да, ну вы имеете в виду уголовное дело, я думаю. Да, и уголовное дело есть, которое изначально было возбуждено, продавлено, скажем так. Могу сказать, что там 3 отказных. 3 отказа в возбуждении за отсутствием события преступления. А то есть прямым чего текстом. они писали? Из всего того, что вот они из дали. всего того, вот этого кома всего, что Наталья злоупотребляла медицинской страховкой. В уголовном деле фигурирующая сумма ущерба, она максимально за все вот уши и все остальные части тела подтянута к той сумме, которая и все равно не соответствует тому, что они мне должны, но тем не менее. То есть вот это была попытка как бы показать, что вот мы ей не заплатили, потому что да, столько вот она получила лишних денег по медицинской страховке. Если бы они сейчас подошли и сказали: вот, заберите свои 5,5 миллионов, но прекратите войну вот с харассментом, вы бы что сделали? 5,5 миллионов мне нужно было заплатить в день моего ухода из посольства Швейцарии. Столько ужаса, через который я прошла, вот этой травли, когда тебя смешивают твое доброе имя. Ты вот только что, ты 17 лет строила карьеру, у тебя была репутация, у тебя круг общения, все, тебя просто, ты сначала уходишь, а потом все вот это замазывается черной краской. Нет, тут дело не в деньгах. Тут дело в том, что это настолько подло, за это нужно ответить. Послу Русье и его пособнику Привителли. Деньги, как я сказала, это гражданский иск, а вот это все негожество, вот они должны понимать, что даже он сейчас уехал в свою Швейцарию, нет, там должны знать своих героев. Еще сложность в том, что противостоять посольству Швейцарии, это даже психологически для многих адвокатов оказалось слишком сложно. Я год ходила, искала, кто может представлять мои интересы. Как только я произносила «посол Швейцарии», все, ой, паралич, все боятся, это что-то такое неприкасаемое. Или мне выдвигались такие суммы за услуги, что это совершенно неподъемные. И, собственно, только вот у Александра Добровинского мне очень понравилась реакция. Я говорю, вот вы знаете, вот только у меня вот посол Швейцарии. И что? И это, боже мой, думаю, слава богу. И что вот это вот? И что? Так хорошо. Я очень рада, что, да, я наконец нашла того, кто меня сможет защитить. Потому что, вопиюще. Ну и что посол Швейцарии? Боже мой. Что, вот ему что-то специальное можно? От чего? От того, что он посол? Или от того, что это именно Швейцария? Или от того, что дипломатический иммунитет? Это что, право быть... Не будем говорить, кем. С учетом того, что происходит в России, в текущей ситуации, что не было особых прецедентов. Я понимаю, что вы будете до последнего бороться, но вот ваше мнение на текущем этапе. Да, я вынуждена или не вынуждена оказалась примером для многих женщин в России.
ну, давайте мы все вместе это как-то изменим. И ведь это же очень важно как для женщин самих, так и для мужчин, с которыми эти женщины работают. И я уверена, что, ну, во всяком случае, я так думаю, что посол России бы так не позволил себе вести себя в Швейцарии. Может быть, сейчас, после такой безнаказанности здесь, опять-таки, безнаказанность порождает дальнейшие, да, преступления, но там любое неверное замечание, женщина идет, ее слышат и ей оказывают поддержку. В моем случае нет. Ну, какая-то русская. Так вот, это нужно менять. Не какая-то русская, а да, русская. Меняются реакции у людей, и это очень хорошо. Ну вот мне выпало, к сожалению или к счастью, быть одной из первых, кто вот прямо говорит: да, давайте это менять, с этим нужно бороться. Поскольку в США тема харассмента начала подниматься гораздо раньше, чем в России, я решила пообщаться с американским юристом, чтобы выяснить, а как сейчас защищают жертв сексуальных домогательств и насколько успешно. Выяснилось, что, несмотря на позитивные итоги подобных разбирательств, у этой борьбы есть и обратная сторона. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. В целом данный разговор он был вызван той ситуацией, которая произошла недавно у нас на территории Российской Федерации, но в посольстве Швейцарии. Наша соотечественница, она была подвергнута сексуальным домогательствам. И, конечно, она пошла теперь в суд, пытается защитить свои права. Для нас это прецедент такого плана судебный. Вот вы, человек, который находится там, сталкиваетесь с разными делами. Скажите, пожалуйста, как все-таки на самом деле обстоят дела в Америке? Иногда здесь даже бывает обратная дискриминация. Вот от этой вот всей свободы, которая здесь есть, что ты можешь говорить все, что угодно, ты, не дай бог, обидишь черного или там азиата, и ты не вздумай никогда говорить про меньшинства и про гендерные какие-то разницы. То есть здесь уже большинство белых мужчин, которые успешные, которые не геи, они вообще боятся что-то сказать, потому что они думают: сейчас на меня нападут, что я сексист, что я расист, что я гомофоб. Вот эта вот вся дозволенность, которая сейчас вылазит, она как бы немножечко, тут есть другая сторона медали, что как бы обычные, нормальные, белые, straight, то есть как бы нормальные люди, которые женаты на женщинах, они уже как бы боятся вообще и сидят, помалкивают, потому что, не дай бог, я что-то скажу женщине или черному, или азиату, или гею, так на меня посыпятся шишки вообще просто со всех сторон. А мужчины вообще не стали пугаться знакомиться с женщинами? Да, так вы думаете, почему здесь так много геев в Америке? Потому что мужчины здесь очень-очень женоподобные. Они очень боятся общения с женщинами. Особенно вот молодое поколение, вот мужчины моего возраста, да, которым там слегка за 30 или около 30, они вообще не такие, как те, которым, например, 50-60, которые могут еще открыто сказать женщине комплимент там, или подойти познакомиться в баре. Ну, то есть, получается, если рассматривать всю ситуацию в целом, да, когда мы понимаем, что по большому счету вопрос харассмента в Америке рассматривается детально, объективно, да, и с хорошей там подачей из правоохранительных органов и законодательной власти. Можно ли считать, что там ситуация хорошая или все-таки жесткий перегиб? Ну, знаете, однозначно я не могу вам сказать. По моему вот личному мнению, так как у меня не было, слава тебе, Господи, истории с такими, чтобы как-то мужчины меня здесь домогались или обижали, но я вижу обе стороны. То есть даже раньше, еще 5-10 лет назад, это все происходило даже в больших юридических фирмах, и в основном это просто заканчивается вот этими сеттlemентами, так же, как у Харви Уайнстейна это все закончилось. Он просто отдал $19 миллионов, чтобы все замолчали, и чтобы его оставили в покое. И в основном все кейсы, которые я видела либо лично против своей фирмы, в которой я работала, либо о которых я слышала от других коллег, они все заканчиваются тем, что просто соглашаются на определенную сумму денег, которая компенсирует как бы жертву, и она подписывает согласие о неразглашении в дальнейшем. Здесь из 100% кейсов вот те вот публичные дела, которые мы видим, но это 1% из всего, что на самом деле идет там в суд.